Привет всем! В последнее время мы следили за Тэхёном на неделе моды в Париже, и снова удивительно, как ему всегда удается впечатлить нас своим присутствием. Каждый образ словно трогательное произведение искусства, и независимо от того, сколько раз мы его видим, его грация и обаяние всегда удивляют нас, как будто впервые. Невозможно не улыбнуться, когда мы видим его, невозможно не почувствовать легкое тепло в груди, когда он уверенно идет, излучая красоту, которая, кажется, исходит изнутри. Тэхён такой настоящий, когда говорит, что собирается съесть фисташковый круассан, сладким тоном и очаровательной улыбкой, такая простая деталь, но она отражает всю его сущность, человека, который наслаждается маленькими радостями жизни с пленительной искренностью. И да, он действительно ест этот круассан, и когда он это делает, в выражении его лица, в том, как сверкают его глаза, есть что-то такое, что заставляет остановить время. Он очарователен, настолько естественно обаятельный, что на мгновение все вокруг него, кажется, меркнет. Но, конечно, расписания должны продолжаться, кажется, они должны уйти. И как только движение началось, Тэхён, с его фирменной долей импровизированного юмора, сказал: «Это невозможно без моего круассана». Это был один из тех моментов, которые показали, почему его так любили. Он мог находиться в центре парижского гламура, в окружении яркой и дизайнерской одежды, и при этом сохранять свой игривый дух, свою теплоту нетронутой. Было прекрасно наблюдать, как он ходит и ест одновременно, как будто все это было частью плавной, естественной хореографии. А затем, как будто его совершенство нуждалось в дальнейших доказательствах, он появился в леопардовом галстуке, а затем в рубашке с тем же принтом. Этот мужчина был просто красив. Что бы он ни носил, он превращал это в нечто достойное восхищения. Каждая вещь на нем казалась живой, каждая деталь подчеркивала его осанку и элегантность. Дело было не только в его одежде, но и в том, как он ее носил, магнетическая харизма, которая не требовала усилий, чтобы выделиться. Но помимо безупречного стиля, по-настоящему его сияла аура. В Тэхёне было что-то, что превосходило моду, камеры и события. Он был добрым, уважительным, с неизменной улыбкой, которая, казалось, освещала даже самые прекрасные дни. Вот почему собираются толпы, почему люди путешествуют, ждут, смотрят. Они хотят не просто увидеть его, они хотят почувствовать сияние, которое он излучает. Тэхён не ходит, он парит между взглядами, и каждый его жест оставляет безмолвный, но глубокий след. Им невозможно не восхищаться, в одну секунду он может быть сильным, элегантным и сексуальным мужчиной, который очаровывает вас, а в следующую – нежным и очаровательным мужчиной, вызывающим безграничную нежность. И в этом заключается магия Ким Тэхёна, способность быть одновременно и искусством, и душой, заставлять мир останавливаться, чтобы просто посмотреть на него. Одного мгновения с ним достаточно, чтобы понять, почему так много сердец бьются чаще при его виде. Истинная сила Ким Тэхёна кроется в утонченном обаянии мужчины и искренней нежности ребенка, все еще живущего в нем. В отношениях Тэхёна и Чонгука есть что-то, что всегда приковывает внимание, что-то, основанное не на словах, а на жестах, которые возникают без раздумий. Чувства выражаются не словами, а тем, что они делают, даже не пытаясь. Когда они были близки, все менялось, воздух между ними словно становился другим, теплее, мягче, наполненным безмолвной энергией, которую, казалось, понимали только они. Они прикасались друг к другу без страха, словно их руки сами собой находили дорогу друг к другу. Они приближались друг к другу с доверием, не нуждавшимся в объяснениях, словно между ними не существовало преград или возможного расстояния, и они смотрели друг на друга с естественностью, не оставляющей места для сомнений. Это был взгляд, который они не хотели видеть, но когда они встретились, он передал больше, чем могли бы выразить словами. Это случалось не раз и не два, это происходило постоянно, почти инстинктивно, словно эта близость стала частью их образа жизни, тем, как они жили вместе, в каждом пространстве, которое делили. И именно поэтому многие не считали ее чем-то временным или случайным, потому что их жесты были слишком искренними, слишком естественными, чтобы быть частью простого представления. Бывают моменты, когда достаточно лишь понаблюдать за ним, чтобы понять, что он не стремится произвести впечатление, скорее, правда течет сама собой, и вот тогда все меняется, и никто этого не замечает.
Вчерашнее живое выступление Тэхёна было одним из тех моментов, которые оставили теплое и содержательное чувство, небольшое, но искреннее пространство, где явно не было ни игры, ни сценария. Он решил говорить в основном на японском и китайском, и делал это со спокойствием, которое показывало, насколько комфортно он себя чувствовал. Он говорил медленно, улыбался с тихой сладостью, и его голос звучал близко, как будто он разговаривал с кем-то очень дорогим ему. Среди смеха и мягких фраз он упомянул, что ужинает со своей семьей и очень близким другом, с кем-то, кто был дорог его семье. Этой фразы, произнесенной без особого акцента, было достаточно, чтобы вызвать шквал интерпретаций, достаточно, чтобы все слушатели поняли, не нужно было называть, кого он имеет в виду. Потому что, когда Тэхён говорит о ком-то, с кем его семья разделяет интимные моменты, когда он мимоходом упоминает близкого друга, мысли многих людей возвращаются к одному и тому же месту, к одному и тому же человеку, Чингуку. И хотя некоторые предпочитают закрывать глаза на очевидное, правда проскальзывает между словами. То, что не сказано, чувствуется, то, что не показано, угадывается. Потому что когда два человека так близки, знаки проявляются сами собой, без необходимости их искать. И в них есть что-то настолько очевидное. Когда двое действуют, намерение произвести впечатление очевидно, между жестом и намерением существует невидимая дистанция. Но когда два человека по-настоящему понимают друг друга, им не нужно ничего планировать, они не ищут взглядов, они не принуждают к совпадениям, они просто плывут по течению. И именно это произошло с Тэхёном и Чингуком. Они не искали внимания друг друга, они искали друг друга, потому что так работала их связь. Это была привычка, потребность, рожденная привязанностью и близостью. Они привыкли быть рядом, бесстрашно прикасаться друг к другу, искренне глядя друг на друга. Каждое прикосновение, каждый взгляд, каждая улыбка, которыми они делились, не были попыткой что-то доказать, это был способ существования, способ сказать «это я», не произнося ни слова. Они делали это неосознанно, без усилий, потому что такими они были. И когда что-то повторяется так много раз естественным образом, это уже не совпадение. Потому что не было совпадением то, что их руки случайно встретились, или то, что их взгляды встретились даже среди шума. Не было совпадением то, что они искали друг друга в тишине, они обменивались жестами, которые казались бессмысленными другим, но ощущались весомыми между ними. Все это было частью истории, написанной без слов, истории, которая не нуждалась в подтверждении. И хотя многие пытаются упростить это до простой игры, в том, как они были вместе, было что-то, что обезоруживает любую попытку отрицать это. Именно эта естественность делает все реальным, неизбежное повторение жестов, которое невозможно подделать. Потому что совпадения случаются лишь раз, но когда что-то повторяется так часто, тогда это уже не совпадение. Вчерашний прямой эфир Тэхёна был одним из тех моментов, которые оставили теплое и содержательное чувство, пространство, где он решил говорить в основном на японском и китайском, демонстрируя свое удобство и легкость в общении с теми, кто следит за ним на разных языках. Интересно, что среди смеха и нежных слов он упоминает, что ужинает со своей семьей и близким другом, тем, кто также дорог его семье. Этого простого предложения достаточно, чтобы вызвать всевозможные толкования, потому что мы все точно знаем, кого Тэхён имеет в виду, своего Чингука, даже если некоторые предпочитают закрывать глаза на очевидное и продолжают отрицать очевидное. Говоря, Тэхён тщательно подбирает правильное японское слово для «близкий» слово, которое также может означать «дорогой». Он повторяет его несколько раз, как будто чтобы убедиться, что его сообщение правильно понято. Такая настойчивость не случайна, потому что когда что-то имеет эмоциональную нагрузку, слова произносятся с другим тоном. И невозможно игнорировать тот факт, что если бы это был кто-то другой, Тэхён без колебаний назвал бы их имена, но упомянув Чингука, он прекрасно понимал, какое внимание это вызовет, какой шум это вызовет, сколько толкований это вызовет. А с отъездом Тэхёна в аэропорт все стало еще понятнее, дата не лгала. Шоу началось в понедельник 6-го и продолжалось 3 дня до среды, 8-го священного времени для корейских семей, времени, когда все собираются вместе, чтобы делиться, благодарить и быть вместе.
Однако у Тэхёна был запланирован отъезд именно в эти дни. Это говорит о том, что его семья, включая любимого Чингука, встречала его перед отлетом, разделяя тот самый особенный ужин, о котором он упомянул. Размышляя обо всем этом во время перелета с Тэхёном, невозможно не вспомнить момент, когда он открыто заявил, что Чингук его семья. Он сказал это естественно и без лжи. Теперь, оглядываясь назад на все произошедшее, это утверждение приобретает еще больший смысл, оно кажется более реальным и глубоким, чем когда-либо.